Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина, это канал о рукоделии и вышивке крестом. И сегодня, как вы уже догадались из названия и из картинки перед вами, речь пойдет о готовой работе The Garden от Cross and Patch компании, дизайнер Эми Бишоп. Вот так я его на стену прикрепила, и чтобы вы увидели в полной мере этот дизайн, какой он большой, какой он красивый. И сейчас мы его рассмотрим поближе. Начала я вышивать этот дизайн вот так вот снизу, и я пошла вверх, и начала я его вышивать в последний день февраля, 29 февраля, и вышивала я до 27 октября. И заняла это, как вы понимаете, полгода. Не так долго, как вырастить настоящий сад, но и немало. В основном здесь все хардангер, шовчики и немного, совсем немного крестиков. И вышло это очень-очень красиво. Я под низ сейчас подложила ткань розовую, розовая в горошек у меня не нашлось чисто розовой, но мне хочется именно розовой. Как оформлять этот дизайн, я еще не знаю. Но сейчас мы все посмотрим поближе, и я вам расскажу, почему закончила я в октябре, а снимаю видео о готовой работе только сейчас, после 2 недель. Все дело в том, вот в этом моменте, который сейчас вы видите, это момент как раз крестиковый, это был заключительный у меня этап. Я вышивала этот венок, ну и хардангер. И проблемка, кто вы смотрел мои влоги, помнит, была в этой розе и вот в этом тюльпане. Они были вообще бледные, 2 пятна каких-то непонятных. Вообще было... Можно было понять, конечно, что это роза и тюльпан, но они были какие-то неконтрастные, и мне очень не нравились. Я все думала, выпарывать ли мне полностью и перешивать более контрастными нитками эти крестики, а потом решила, что я просто сделаю более контрастный бэкстич, и, на мой взгляд, получилось гораздо лучше, чем было раньше. Красиво теперь это все. Насчет этих цветочков я говорила, что я не знаю, что это за такие красивые цветы. И девочки мне в комментариях подсказали, что это такое. И я даже пошла в интернет и посмотрела, что же за цветы. Эти цветочки, они называются дицентра. Я не знала, что это такое. Вот как они выглядят. Сейчас я вам вставлю картиночку. И они еще называются «Разбитое сердце», вот так романтично. И я думала сначала, честно говоря, что это какие-то фантазийные цветочки, но нет, оказывается, они реальные такие цветочки, красивые и замечательные. Что меня смутило в этом венке? Меня смутило в этом венке, что вот здесь эта часть венка, она плотная, очень плотная, насыщенная, полностью забита крестиками. Вот здесь нету вообще совсем просвета. Здесь зелень, цветочки, большие, маленькие, крупные, мелкие листочки. И вот это все так тесно. Потом в этой части идет, на мой взгляд, очень гармонично и уравновешенно. Достаточно цветов, достаточно зелени, достаточно всего. Ну вот по сих пор. Вот тут эта часть центральная меня очень-очень радует по заполненности, как я уже говорила, только не радовала меня роза. А вот эта часть меня не радовала тем, что она какая-то... Вот такое чувство, что вот здесь какая-то дыра и вот здесь какая-то дыра. Я сначала думала, что я где-то что-то
ошиблась, не досмотрела, не доделала, сместила или что-то такое. Перепроверила, у меня все верно. Ну, а в общем-то и целом оно смотрится очень даже неплохо. Вот так отходишь красиво и подходишь. Тоже очень красиво. Все вот эти цветы вышивались у меня ниточками DMC, за исключением вот этого винограда и вот этого желудя. Виноградик у меня вышивался вот этой ниточкой 01152 Threadbox. Это хлопковые нитки, видите, секционного крашения, ну, короче говоря, окраса такого интересного. И видите, как красиво получается результат. Такие ягодки, они получаются все разных цветов. И это не меняя ниточку. Одной ниточкой вы вышиваете long stitch. И вот так красиво это все получается. Хардангер я вышивала вот такой ниточкой перле 524, 8 и 12 номер. Значит, 8 номер вы вышиваете вот так вокруг, а 12 это внутри вы вышиваете. И что здесь у нас? Бары вот переплетенные и вот такие вот колечки. Все эти элементы знакомые. По некоторым элементам хардангера я делала даже отдельные видео. Я могу дать ссылочку, кому интересно, может зайти посмотреть, как делаются эти элементы. И вот это окошечко вот здесь вот так делается. Хардангер в этой части был самый простой и самый быстрый. Я там его буквально за 1,5 вечера, скажем так, сделаем. За 1 вечер не успела, и это перешло на 2. И опустимся вниз. Мы идем в обратную сторону, как я вышивала. Это был конец, и мы сейчас пойдем в начало. Вот эту часть я как-то получилось так по частям и вышивала. Вот этот венок я после перерыва вышила, потом некоторый перерыв сделала, вышивала вот эту вот часть, ну и с надписью вот здесь, которая ниже. Эту ленточку я вышивала. Также точно этой же ниткой Threadbox вот этот номер 1149. Я вам показываю, вдруг кто-то не знает, может вышивать, потому что описание там, конечно, все есть на английском языке, но как-то очень замудренно и запутанно написано. Я долго разбиралась, честно говоря, с инструкцией, как пользоваться этой вышивкой. Ну, в конце концов, разобралась с помощью там видео других девочек, отшивов других девочек. В Телеграме есть прямо один, как это называется, чат The Garden, и туда я выкладывала свои мастер-классы, как делать хардангер. Если кому-то потребуется, тоже могу оставить ссылочку на этот Телеграм. Ну, здесь было очень просто, эта часть была очень простая. Вот здесь эта ленточка лонгстичем вышивалась, хардангер вышивался хардангером, понятное дело. Опять же, здесь те же самые перле 524 номера у меня пошли 8 и 12 номер. И здесь опять повторяется этот виноград, который я вышивала Threadbox ниточками. А вот здесь желуди вот эти я вышивала шелковой ниточкой Глориана. У меня там остатки были, и я вот вышила вот такие желуди. Спустилась немножко ниже. Вот этот заборчик, уголочки эти красивые такие, это Глориана, это шелковая нить Spanish Moh, и здесь эта вышивка, опять же, тоже какой-то шелковой ниточкой. Ну, в принципе, какой-то особой роли не играет. Шелковая нитка это была бы или DMC, разницы большой нету. И вот эта часть. И потом посмотрим ниже. Поехали вниз. Здесь вот такой, это называется сад.
трав, ну, ароматических трав, видимо, тут имеется в виду. И здесь, как вы видите, большая такая часть именно хардангера, шовчиков. Вот здесь я проехала, покажу. Вот здесь была очень красивая мережка, мне понравилась. Я раньше такую мережку не делала, и мне понравилось ее делать. Вот это обыкновенная мережка, которую я очень часто показываю, ничего вам не видно. Вот эта мережка, она очень часто используется, достаточно во многих. А вот эта мережка мне понравилась, я ее делала впервые, и она выглядит очень классно. Вот полюбуйтесь, как она красиво выглядит. Вот этот узорчик, опять же, я этой же ленточкой, как я и эту ленту вышивала. Вот так он выглядит красиво. И дальше пошел этот сад трав. И здесь уже хардангер «Разгуляйся, душа». Есть видео, как я делала все это. Здесь очень много не по... как его называют, не по схеме, но она, Эми Бишоп, сама пишет: включайте свою фантазию и что хотите, то и творите. Я здесь меняла местами вот эти элементы, как мне нравилось больше, я их размещала по своему усмотрению. И мне кажется, по каждому элементу я снимала видео, как я их делала. И в эти... как их называют, мережки. Я сама, какие хотела, такие лепила, не так, абсолютно совершенно не так, как там давались в схемах. Центральную часть, да, я центральную часть делала, по схеме. Ну вот, давайте посмотрим поближе, как это все выглядит. Вот такие очень интересные элементы хардангера, вот такие интересные мережки у меня получились, не получились, уже такое дело. Вот это вот на розовое съедаются вот эти вот элементы, конечно. Я хочу делать подложку розовую, но, наверное, не такую насыщенную розовую, потому что вот здесь, где эта нитка с переходами, по-моему, этот розовый слишком интенсивный, надо побледнее его делать. Ну и это часть, с которой я, собственно, и начала выращивать мой сад, скажем так. Здесь было все очень просто, потому что... у Юлии Шевчук было видео по этой части. И это, конечно, очень удобно. Ты включаешь видео, и человек тебе там разжевал, в рот положил, все рассказал, как это надо делать, что зачем делать. Она даже по ходу рассказывала, каким путем идти вышивать вот этот хардангер, ну, чтобы не прерываться, чтобы у вас нитка нигде не застряла, не зависла. И показывала, как, естественно, как делать все эти элементы. И это было, конечно, замечательно. Но потом, вы все знаете, что случилось потом, и Юля перестала снимать видео. Вот. Тюльпаны было очень просто, лонг-стич, вот эти вот шовчики. Ну, когда ты знаешь, как это все делать, это, конечно, все очень просто. Но надо же знать, как это все делать. А не всегда ты помнишь, потому как все-таки большую часть я вышиваю крестиком, ну, так как и все мы. А эти шовчики, когда ты их не делаешь регулярно, скажем так, то они, естественно, забываются. Ну, давайте посмотрим все это. Я сейчас со стены сниму всю эту конструкцию, и мы рассмотрим все элементы поближе. Так, скажу пару слов по ниточкам. Так, как я вам уже сказала, я использовала из хитрых ниточек, это вот эти Threadvox. Два типа этих ниток было, вот это и вот это. Это
0,1152 это которые я вышивала виноград. Ну и там в хардангере элементы, которые я показывала. А 0,1149 я вышивала ленты и лонг-стич. Вот эту ленту. И вот эту лонг-стич. Ну и некоторые элементы я тоже этой ниточкой вышивала. А этой ниточкой я вышивала виноград. 2 раза здесь виноград у нас имеется. И что же еще было? Ну и вот эти элементы тоже. Некоторые элементы я вышивала этой ниточкой. Вот здесь у меня эта гортензия вышивалась вот этой светлой ниточкой. 0,1149. Вот так. Сердечки напротив вышивались 0,1152 более темной ниточкой. Ну, а здесь уже в хардангере, как я вам говорила, я уже сама фантазировала. Я сюда такие ниточки, сюда другие ниточки. Но это вы уже сами, как там вам больше нравится. Тюльпанчики я вот этой более темной вышивала. 0,1152. Вот они. А вот эти вот цветочки этой светлой вышивала. Ну, короче говоря, вам потребуется по 2 вот таких ниточки. 0,1149, 0,1152 с Redvox. Ну, я знаю, сейчас девочки сами красят еще и лучше, чем это получается. Ну, мне понравились эти нитки. Ну, видите, у меня было 2, но 1 закончился, а вторые вот по половине. Я еще, видите, у меня немного пооставалось. Мне понравились эти нитки. Тут написано, что они линяют и стирать типа их нельзя. Ну, как видите, я постирала, слава богу, ничего не произошло с ними. Ну, я стирала в холодной воде, ну, как вы все знаете правила стирки. Поболтал, пыль смел и все дела. На этом дело закончилось. Прополоскал и готово. Не сжимать, не отжимать. Тем более хардангер вообще выжимать никаким образом нельзя. Просто пополоскали, положили, оно стекло или повесили, если в ванной там где-то есть место, чтобы оно над ванной стекло. И в полотенце завернули, чтобы оно высохло, потому что вот эти, они, видите, несмотря на то, что я там старалась как-то аккуратно очень сворачивать, разворачивать этот хардангер, не тереть, не сжимать, и тем не менее у меня многие в мережке здесь сместились эти все ниточки. Вот здесь они все такие приглажки, они смещаются. Ну, вот в этом смысле хардангер надо, конечно, очень аккуратно после того, как вы уже его сделали, либо вы его вообще не стираете и сразу так, ну, и гладить в любом случае придется. Ну и гладить надо аккуратненько. Ну, как я уже сказала, из хитрых ниточек это вот эти были все. Все остальное были Dimensions. Dimensions было очень много ниток. Но расход, как вы понимаете, очень маленький. Вот эти все нитки, они были все задействованы. Я даже не знаю, не хочу считать, сколько их тут, очень много. Смотрите, вот такая коробка здесь. И вот здесь еще у меня на этих косточках. Насобирать их, конечно, дофигища, это надо столько времени затратить. А расход, ну, я там, не знаю, по ниточке по 2, там 2 цветочка, 3 веточки, 3 листочка. Зеленых больше всего ушло, потому что там зелень везде надо вышивать. Из перле. Сейчас оставлю это здесь. Вот эти ножнички для хардангера я купила. Я такая довольная. Так они удобные. Они прям, вот знаете, когда обрезать ниточки, классно так поддеваются. И то, что надо. Идеальные вот такие ножнички для хардангера. Если у вас
Если вам попадутся, покупайте. Что это у нас? Вы видите? Я не вижу, что там написано. Ну, в общем, такая форма. И вот такой, смотрите, брелочек красивый. Ира мне с выставки привезла. Так, и перле. Больше всего ушло этого перле 524 8 и 524 12. Ну, 12, как видите, здесь осталось, наверное, половина. Нет, вот этого, наверное, половина, а вот этого совсем немножко, 2/3 осталось. Ой, что я говорю, 1/3. Математик великий. И использовались еще вот это вот перле 745 восьмерка и экрю 12 8 тоже. Но опять же, знаете, там можно все варьировать. Если вы возьмете, я смотрела отшивы, там девочки отшивали, я вот на сером отшивала, а там я видела отшив на голубом, очень красивый. И хардангер это делался не зеленым, а именно икрю, и тоже выглядит шикарно. Ну, мне хотелось именно вот такой, чтобы хардангер, он практически такого цвета, как и сама ткань. Ну, типа это сама ткань такая, что-то у меня упало, декорации мои. Что это, типа на самой ткани так это сделано. Мне, по-моему, удалось это все делать. Так подбирается солнышко, и сейчас с этим солнышком будет проблематичнее все это показывать. Что еще по ниточкам? А вот, кстати, я уже думала, если вдруг мне не хватит, я могу и эту ниточку использовать для винограда. Смотрите, какая классная, как она здорово покрашена. Это Tela Artis, вот такие ниточки. Видите, слива, это называется ниточка 962. Вполне себе можно ее заменить, вот эту нитку, которую я покупала, которая потемнее, которую я виноград вышивала. Уже куда-то положила, не знаю. Ну вот, так что если там у вас есть какая-то огрызочек этой DMC, не переживайте, всего хватит, потому что здесь расход ниток совсем маленький. Их много, но расход совсем маленький. Ну, по ниткам, пожалуй, наверное, и все. Ткань. Ткань я покупала на Бутинете. Я не знаю, кто-то мне говорил, что это типа Ева такая есть. То ли Моника, то ли Ева она называется. На Бутинете она называется равномерка. Все, ткань равномерного переплетения. И поэтому я не знаю. Это, скорее всего, она такая плотная, как вы видите. Это, скорее всего, 28 или даже 27 каунт. Ну, я, например, предпочитаю хардангер делать на таком каунте покрупнее, который, потому что он выглядит гораздо лучше и на нем гораздо легче работать. Поэтому, если вы, конечно, профессионал, я и на 32-м делала каунте, но мне больше понравилось делать на 28-м, он более эффектный. Начнем сначала, как я вышивала. Здесь у нас идет, что здесь интересного такого. Вот здесь такой рисовый стежок очень интересный, который я делала впервые. Я до этого раньше никогда этот рисовый стежок не делала. Вот эти элементы я уже делала в павлинах от Эми Бишоп, а вот этот элемент я не делала. И посмотрите, как он интересно и красиво получается. Внутри вот такое, как колечко, а вот здесь листочки такие, как там говорится, перекрученные листочки. Ну, эти элементы очень часто встречаются в хардангере. Довольно-таки они просто делаются, несложные. Лонг стич. Вот такой тюльпан. И вот эти вот интересные были.
Видите, вот такие квадратики. Long stitch в разные стороны. Это идет в эту сторону, это идет в эту сторону. И опять же, здесь я использовала ниточку эту Thread Vox. И видите, она с переходами, и как красиво смотрится. Действительно выглядят как гортензии. Очень красиво, мне нравятся эти элементы. Получается такая нить. Сейчас я вам покажу даже, как она называется. Она недалеко у меня здесь лежит. Вот она. Она тоже Elizabethan Green. Вот. Но она тоже такая с переходами, но здесь не очень видно, потому что на Глориане они переходы более длинные, в отличие от Thread Vox этих. Здесь опять же у нас идет перле все время, все перле. Вот такой интересный элемент, который я тоже первый раз вышивала. Вот эти шовчики, вот эта селедка, как-то там что-то с селедкой связано, вот этот шов называется. Здесь long stitch. Я уже, честно говоря, подзабыла. Это так смешно. Мы такие... Вроде мы стремимся, у нас цель закончить этот дизайн побыстрее, вышить, покрасивее, побыстрее, и потом показать. Но нам больше нравится смотреть процесс. Вот если посмотреть по статистике, видео о готовых работах, они не такие просматриваемые, как видео, допустим, влоги, там, либо видео там, о текущих процессах. Это удивительно просто. Мы бежим, стремимся к какой-то цели, ведь главное не цель, а главное путь к этой цели, самое интересное. Так же, как и в жизни. Заканчивается все. Мы бежим, чтобы добежать куда. Надо бежать и смотреть по сторонам и наслаждаться этим бегом. Так, здесь этот Herb Garden, как это называется? Травяной. Давайте посмотрим, какие здесь были мережки. Вот такая вот была интересная мережечка. Вот такой интересный шов тоже. Первый раз я его делала. Я сейчас не помню, как он называется. Да это и не важно. Вот здесь, видите, я накосячила. Даже вот при ближайшем рассмотрении можно заметить. Надо вот здесь очень аккуратно, потому что когда вы обрезаете вот здесь ниточки и с этой стороны обрезаете ниточки, нечаянно можно вытащить вот эти ниточки. То, что со мной и произошло. Я потом продернула их обратно, но, видите, вот при близком рассмотрении это заметно. Вот этот очень красивый, мне вот эта мережечка очень понравилась ее делать, и она вот так красиво очень выглядит. Вот этот элемент мне меньше всего нравится, честно сказать, Хронангера. Вот этот очень красивый, с колесиками, и он часто используется здесь. Вот такие шовчики, вот здесь Смирно стич простой, вот такие, ну это все простые шовчики, несложно их было делать. Вот такую мережку я впервые сделала. Никогда я раньше такую мережку не делала. Это простая мережка, это тоже элемент, опять же повторяется элемент. И вот здесь у нас вот такие элементы, соловьиневичка здесь у нас, и вот такие переплетенные мельнички. Что еще? Вот этот элемент, по-моему, я впервые здесь делала. Этот элемент, я помню, Эдельвейс называется. Ну, здесь вот повторила я мережку, потому что она мне очень там понравилась. А вот это вот мне не очень нравится. Она при глажении, видите, с этими мережками надо быть аккуратным, потому что когда гладишь, они вот так немножко
смещаются. И вот эта мережка, которую я вам говорила, она очень интересная, очень красивая. Она очень просто делается, но выглядит очень эффектно. Смотрите, она издалека вообще смотрит, кажется, как будто как какая-то тесьма. Вот классно. А здесь просто вы зашиваете, как это называется, козликом. А вот здесь потом просто перехватываете. Тут даже вынимать ниточки не надо. Просто перехватываете вот таким образом. И смотрите, как красиво получается. Ну, эта лента дает эффект за счет переходов очень хороших. Это простая мережечка. А вот эта часть, мне кажется, она вышивалась быстрее всего, потому что вот эти вот очень легко вышиваются. Вот я снизу, как говорила, уже шла. Вот это я вышила. И потом вышила надпись и пошла сюда вышивать эти цветы. Кстати, я не знаю, как вам, но вот здесь был затык из-за того, что я шла снизу. Если там дальше шовчики, ну, раньше я там шовчики вышивала, все вот это как-то было нормально снизу идти, то вот с этой надписью мне пришлось отсчитывать. Ну, потому что я не могла с конца начать, знаете, как-то. Хотя ты по схеме вышиваешь, но мне все-таки было как-то некомфортно начинать вот с этой нижней строчки и потом идти вверх. Я отсчитала и начала сверху и вышивала надпись, ну вот как мы ее пишем, вот таким-то образом. И потом шовчики, и вот здесь были очень интересные, тоже я никогда не делала на вот этих. Я не знаю, что это, малинки такие, вот такой. Нет, что вру не делала. Делала я на павлинах, я такой шовчик делала. Ну, типа фонарика, знаете, вот такой вот из одного центра выходят, несколько ниточек протягивается, а потом здесь наоборот, снизу вверх вот эти ниточки. И посмотрите, как классно оно выглядит. Здорово. И вот эти вот розочки, буквально сколько здесь, 10 крестиков, а какие они прикольные, как они мило выглядят. Желуди очень красивые. Здесь вот эти ромашечки, не ромашечки, что там. Ну, эта часть была очень простая, этот виноград. Опять же, эффект этого винограда только за счет переходов на этой нитке. Простой очень, как я уже говорила, хардангер здесь. Здесь его было легко и просто делать. Не боялся, что здесь ты выдернешь нитки из другого. Самый сложный хардангер вот этот, да, получается. А дальше уже пошло все просто. Это быстро. Эти шовчики и хардангеры, они, конечно, быстрее, чем крестик вышивается. Ну и в самом конце я, естественно, вышивала этот веночек, о котором я вам уже рассказала, все уши прожужжала. И на этом мое путешествие по саду закончилось. Очень красивый дизайн. Не знаю я, как его оформлять. Сначала я его хотела в раму, но он такой большой получился, 65 сантиметров. Еще если по 5 сантиметров здесь воздуха оставить, это у нас получается все 75 сантиметров. Ну, какая-то очень громоздкая конструкция получается. Не знаю я, честно говоря, что с этим делать. Мне девочки предлагают в баннер его оформить. Ну, наверное, скорее всего, так и будет оформлен он в баннер. Потому что... Ну, хотя вы уже, если меня знаете, товарищ такой, у меня 7 пятниц на неделю, я могу 150 раз еще передумать. Так что... Ждите, когда оформлю, покажу, что из этого получилось. А вот на этом я, пожалуй, и закончу это видео. Оно такое коротенькое получилось. И я надеюсь, оно вам понравилось. Вот такая красота у меня неземная получается.
Я очень рада этому. И рада тому, что я это закончила. Теперь я отдохну от шовчиков и в следующем году уже, скорее всего, возьму дизайн от Юлечки Крафт и тоже буду как раз к весне, у меня весняное кружево, буду я их вышивать. Вот, друзья мои, пожалуй, я с вами попрощаюсь на такой веселой ноте. Пожелаю вам всего самого наилучшего. Всем пока-пока и до следующего видео.